Hola, amigos! Люди уезжают со своей родины не от хорошей жизни, а в поисках ее. Есть 101 причина иммиграции, но цель ее всегда одна – найти то место, которое ты сможешь назвать своим домом. И у кого-то это получается, а у кого-то нет. В любом случае, переезд в новую страну – это новая страница в этой забавной книге под названием «Жизнь». И вот что интересного было в нашей книге, я и расскажу. Подписывайтесь на канал, нажимайте пальчиком на вот этот колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых событий. Ну а мы начинаем! Восемь лет назад мы приняли это решение, и вот наш самолет приземлился в Испании. В стране вечной сиесты, палящего солнца, страстного фламенко и кровавой корриды. И да, конечно, море, синего моря и бесконечных чистых пляжей. И тогда, в этот момент эйфории, выбравшись из города, где никогда не бывает солнца, а жили мы в Москве, конечно, мы не могли предположить, с чем нам придется столкнуться, и что красивые пейзажи и картинки не всегда соответствуют реальности и действительности. И первое, что нас встретило, это была развлекуха с недвижимостью. Я уже описывал вот в этом видосе, как благодаря сердобольности наших с вами соотечественников, русским риэлторам, мы купили не дом, а строение. Это было, знаете, это был такой первый залет, столкнувшись с которым без знания языка, фактически, знаете, руки опускаются. Но, как говорится, первый не значит последний. И с такой веселухой мы сталкиваемся, и я уверен, что столкнемся еще не один раз. Так вот, к чему точно надо подходить очень внимательно и скрупулезно, это выбор недвижимости. Мы же подошли, исходя из московских реалий, а-ля 30 минут это не время, и 25 километров это не расстояние. И купили себе дом, который нам очень понравился, но фактически закрыв глаза на его удаленность от моря, и прочие какие-то косяки. Но по факту дом, конечно, нужно было выбирать именно у моря. Близко или далеко от большого города, неважно, но только у моря. Хотя вот сейчас, спустя 8 лет, мы так и не нашли то место в Испании, где хотелось бы осесть и сказать: да, это то место, где мы хотим жить. Второе, что было для нас шоком, это то, как медленно все тут происходит. Начиная от доставок, решения проблем, да вообще все. Вот ты на все и всегда слышишь маньяна. И, наверное, это та самая отправная точка, когда мозг начинает перестраиваться под другие реалии жизни. И сейчас, спустя 8 лет, даже доставка с Алиэкспресс уже не кажется долгой. Нет этого, знаете, томительного ожидания. Можно сказать, заказал и по испанским меркам глазом моргнуть не успел, а оно уже тут в почтовом ящике тебя ждет. Прям не доставка, а телепорт какой-то. К чему мы точно не были готовы, так это к местным холодам. Да, звучит это, конечно, смешно, но еще, пожалуй, смешнее прозвучало бы то, что мы, приехав в Испанию, были уверены, что зимой тут, конечно, не так, как летом, но уж точно такая штука, как отопление или печка, здесь существовать не могут. В общем, надо было, видимо, в школе лучше учиться или, не знаю, Википедию хотя бы перед приездом почитать. Ведь в большинстве домов, которые нам показывали риэлторы, ничего, вот вообще ничего, кроме кондиционеров, не было. А в некоторых и кондиционеров нема. И на вопросы: а как тут зимой-то? Отвечали: да как, офигенно тут все зимой, чего вы моросите-то? Это Испания. Но по факту оказалось, что зимой здесь может быть холодно, и даже очень. Да еще из-за близости к морю еще и влажно. Притом близость — это не значит, что у вас домик на песочке возле водички. Это и в 10, и в 20, и в 30 километрах от моря. И вот с декабря по март нужно как-то греться. И эти способы обогрева надо выдумывать самому, так как центрального отопления в Испании нет. Дорожное движение. Правила же в Европе плюс-минус похожи. И на знаках картинки одинаковые. Да и разметка тоже белая и полосочками. Да и вообще после Москвы, казалось бы, что могло меня здесь удивить? В городе, в котором населения даже и миллиона нет. А оказалось, может. И это круговое движение. Тут фактически не встретить классических таких, знаете, наших вот таких перекрестков. Везде, вот прям везде круговое движение. В 2, в 3, в 4 полосы. А в 5. Вы себе представить можете круговое движение в 5 полос?
И знаете, что интересно? Вот в черте города, где вот эти бесконечные кружки, за 8 лет я ни одной аварии не видел. Зато на трассе, на автобанах, каждую неделю по несколько перевертышей я наблюдаю. Выходит, что вот до 50 км в час испанцы отлично водят. А вот там, где скорость за 100, их, не знаю, там клинит, что ли. Стоимость жизни в Испании. Вот когда мы сюда приехали в конце 2012 года, евро был по 40 рублей. И вот тогда вот все, прям вот все, вот что только можно, тут было дешевле, чем в Москве. И любые траты, будь то на еду или не на еду, они не ощущались. Но затем, как мы все знаем, последовала череда таких определенных событий, и евро стал стоить больше 90. За несколько лет люди, получавшие зарплату в рублях, обнищали больше, чем в 2 раза. И сейчас, конечно, уже далеко не все так весело и радужно по стоимости. Точнее, будет сказать, все очень печально. На днях я сделаю видос и сравню стоимость продуктов в Испании и в России. Одним словом, сейчас счета, которые нужно оплачивать каждый месяц, которые неизменные, они ничего, кроме уныния, не вызывают. И объективно нужно понимать то, что с тем импульсом, с которым Россия движется и в каком направлении она движется, лучше не будет. И с работой тут тоже не все хорошо. Работать на дядю, это один путь. Но если ты не специалист какой-то там гипер-супер-мега, не знаю какой важной профессии, в которой так сильно нуждается Испания, то в первую очередь Испания будет устраивать испанцев, то есть своих граждан. А если вы решите открыть фирму, то вот вы официально в ней работать не сможете. И даже ваша жена устроиться к вам на работу не сможет. Не кисло тогда? Я открываю фирму, даю рабочие места, а свою супругу я устроить туда не могу. Огонь. А сейчас еще и ковидушка ситуацию подгадил. Люди работу теряют, и многие, чтобы выжить, и так творят, знаете, не самые честные дела. У нас тоже была тут фирма, и мы занимались квестами в реальности, но по стечению обстоятельств и отсутствия помощи со стороны государства мы закрыли. Но и нужно понимать, что Испания — это не Америка. Здесь нет таких монстров, в которых хотелось бы работать, двигаться куда-то, развиваться. Испания — это... а что такое Испания? Это недвижимость, бесконечные поля с рисом и оливками, апельсины и виноградники. Тут нет креатива. Тут нет ничего, что могло бы удовлетворить ваши амбиции. Что-то, ради чего хотелось бы развиваться. Хотя, если вы творческая натура, то можете знаете, на пляже сесть, перышком скрипеть, писать, то вам тут точно понравится. Самое важное в Испании – это люди, точнее отношения между ними. Прошло уже 8 лет, а я до сих пор помню историю, произошедшую со мной в первый год нашего приезда, когда на заправке совершенно незнакомый человек мне рассказывал о том, как у него пошел ребенок. Он меня увидел первый раз и начал изливать душу на улице. У меня тогда, наверное, случился некий такой культурный шок, и эта история, она запала настолько, что я ее помню до сих пор. Люди в Испании, они открыты, они не живут в своих, маленьких замкнутых мирках. Этой солнечностью и позитивом, тут все им пропитано. Тут каждый причастен и ко всему, и это очень круто. И люди тут живут, они по каким-то своим законам, своим критериям. Тут у них какая-то простота во всем. Они могут в центре города пойти в домашнем халате выкидывать мусор, в контейнер. Или, не знаю, дети в торговых центрах могут по полу ползать, вытирая все с собой. И ползать это именно прям ползать, то есть на животике. А рядом будет стоять мамаша, одетая в Версаче. И никак на это не реагировать. Хочет, пускай ползает, подумаешь. Никто никого в Испании не осуждает. Все живут в каком-то, вакууме понимания. Семья. Семья тут это что-то святое и очень важное. Бесконечные праздники и всегда совместные. Тут не забывают родители. У нас соседи, бабушка и дедушка, им лет по 80, наверное. Так вот, каждую субботу у них куча гостей, дети, внуки. Каждую субботу. И за 8 лет не было ни одного раза, чтобы эту традицию кто-то нарушил. И такая ситуация тут она, у большинства. Это и есть семейные ценности Испании. Это и есть те самые настоящие семейные ценности, а не то, о чем по телевизору рассказывают. Кстати, из забавного, про разные такие движения. В Испании просто мега-гипер-супер рулят феминистки. Они тут прямо, просто в фаворе.
И прям движуха номер раз. За равенство, за равноправие. И вот чтобы лучше понять, насколько они здесь круты, в прошлом году, когда Испанию всю закрыли и даже из дома носу показать было нельзя, феминистки на 8 марта устроили марш в несколько тысяч человек. И самое важное, он был согласованный. И после этого марша в Испании кривая заболеваемости в небеса улетела. Ну и что бы вы думали? В этом году было все то же самое. То есть в кафе кушать нельзя, в театры ходить нельзя, на пляже ходить только в маске, а марш феминисток можно. А чё? Мы все за право одновременно цепануть вирусуху. И вот, подводя, знаете, такой некий проходящий итог за 8 лет жизни в Испании, ну, тут можно просто это описать, знаете, как вот приезжая в Москву и окунувшись в ее бешеный ритм и вот своеобразную атмосферу, но очень быстро хочется вернуться обратно в Испанию. Пускай с ее косяками, недостатками, минусами и вечной маньяной. Ну а вы были на канале Испания наизнанку. Если вам понравился видос, ставьте лайк, пишите в комментариях, что сами думаете обо всем происходящем. Ну и до новых встреч. Пока!